Всем привет! Добро пожаловать на канал Вот тебе и распаковка. Сегодня у нас на канале распаковка микрофонов HoloLens Lark A1. Вступление. Я уже записывал ролик, уже делал обзор на эти микрофоны как-то где-то месяц, полтора назад, как они мне только пришли. Вот. Но случился со мной фейл, пока я делал какие-то записи, тесты туда-сюда, в общем, я упал, чуть, в общем, немножко повредил руку, повредил штатив у камеры, ну, в общем, такой себе небольшой фейл со мной случился. Я подумал, что, может быть, это и правильно, может быть, лучше я еще попользую эти микрофоны подольше, чтобы собрать больше какого-то собственного опыта, хотя на тот момент уже у меня были записаны некоторые тесты. Сегодня будет такой ролик, собранный из того прошлого времени и уже нынешнего моего, так сказать, опыта пользования этими микрофонами. Уже потестил эти микрофоны, ездил в Китай и какие-то моменты ими пользовался. Вот, кстати, серии оттуда скоро будут выходить, недели через 2-3 после выхода этого ролика. Так что подпишитесь, поставьте колокольчик, чтобы их не пропустить. Очень интересно, мы путешествовали в эту замечательную, интересную страну. Вот. И, в общем, потестил немножко в Китае, попользовал, да, поэтому есть какой-то уже небольшой опыт. Все, начинаем мы к распаковке, потому что реально очень жарко. Комплектация я вот снимал у себя там в студии, за неимением студии, буду показывать кадры, чтобы было видно, что я тут, значит, достаю. Что у нас в комплектации? У нас в комплектации идет, соответственно, макулатура, бумажки, всякая, визитки и тому подобное, инструкция, как пользоваться, что куда нажимать. Вот. Идет мешочек идет в комплекте, чтобы это все вместе носить. Потом идет провод, достаточно длинный, уже прям с липучкой в комплекте, вот такой, где-то там около полуметра, наверное, провод длиной есть. Вот. Ну, провод обычный, без быстрой зарядки, вот, не пропускает, он такой обычный, хороший, ну, вроде такой плотненький, мягенький, нормальный. Вот, значит, что еще в комплекте? Да, две кошки есть, хвост кошки, так называемый, две штуки на микрофоны, чтобы, в общем, с ветрозащитой как-то где-то ходить, если вдруг дует, задувает, то можно, в общем, пользоваться ими. Значит, что еще? Значит, тут еще идет, соответственно, приемник сам, выглядит он вот так вот Т-образно. Я его специально вот такой выбирал, чтобы с одной стороны был порт для зарядки, вот, потому что у меня есть штатив такой, тут камеры, я покупал его для камеры Osmo Action 5 Pro, вот, и чтобы можно было и писать, и заряжать, вот. Но тесты показали, что не работает зарядка вот именно с аккумулятора, внешнего аккумулятора. Если ты подключаешь зарядку проводную, все работает. Вот. Но других аккумуляторов у меня нету. В общем, пробуйте свои какие-то, если вдруг надо аккумулятор. Так, ну и чтобы, в общем, не вводить в заблуждение, не знаю, я пришел домой, еще раз протестил вот эту вот функцию зарядки от аккумулятора, от моей вот селфи-палки с аккумулятором этой камеры. Вот приемник вставлен в данный момент, и, в общем, я еще раз попробовал вставить. Вот у меня есть кусочек, кстати, где попадало в ошибку, все четыре вот эти вот датчика все четыре лампочки начинали моргать. А сейчас я, в общем, протестил и вот, в общем, вот вставляю, включаю сам аккумулятор и, если видно, не видно, вот, в общем, все три точки горят, ничего не мерцает, все нормально. И вот если присмотреться, вот если вот идет зарядка, вот значок, идет зарядка, все нормально, все заряжается, все отлично. Не знаю, вот как, может быть, какая-то прошивка новая пролетела или еще что-нибудь похожее, но во всяком случае вот сейчас проверил
И эта функция, в общем, работает. Так что, возможно, проблема была именно в камере. Вот, ну и сами микрофоны. Первый раз, сейчас все мы посмотрим. Да, петлички. Они сразу же на базе. База, вот, все, она примагничивается, друг к другу примагничивается, не очень удобно. Да, вот она сразу раз и залезает на соседнюю. Ну, как-то так. Сама база. И вот две они у нас есть. Да, вот такие базы. В принципе, да, можно и так вот хранить. И пускай она так хранится, и мало места занимает, и сразу ты знаешь, где она находится. Ветрозащита. Ветрозащиту мы тоже выйдем сейчас, попробуем и исследуем. Надевается она достаточно плотно. Очень интересно смотрится. И вот тут большая у нас... О, да, достаточно хорошо. С другой стороны написано тоже Holy Land. Достаточно плотно держится. Вот, никуда не девается. Они достаточно небольшого размера, маленькие, вот, но сразу перейду к небольшим неудобствам, когда крепишь его куда-либо, у него есть только магнит, можно прицепить к футболке, к кепке, куда очень поближе к себе, вот, можно невзначай, случайно совершенно нажать на микрофон, на кнопку, вот, которая здесь сразу включается, она сразу готова к работе. Вот, ищет сразу приемник сигнала. Вот, можно случайно переключить в другой режим. Вот, когда, значит, он синеньким горит, это значит, он работает в режиме без шумоподавления. Вот. А с шумоподавлением, ну, не всегда это уместно, эта функция работающая, когда она, в общем, не нужна. Вот, в общем, вот такой комплект. Кстати, ну вот эта сумочка-то вот эта чудная есть, но я ее не использую, потому что, ну, она там вся в бардаке. Вот, я, ну, собственный опыт хочу поделиться. Я использую вот такую вот сумочку. Ну вот, заказала она дешевая, кстати, не только я ее пользую, сразу вот сюда распихиваю датчики, сюда микрофоны прям вместе с этой зарядной станцией, ну вот, и все приспособления тоже тут вот разложены, поэтому, в общем, использую ее, сумочку эту не использую я совсем. Лежит она у меня просто так, не особо она, честно говоря, удобна в полевых, так сказать, условиях. Ну и кошку сразу туда, эту хвост кошки туда положить с ветрозащитой, отлично все это распаковывается, сумка это не особо удобно. Ну, в общем, вот таким образом я, значит, пользуюсь, так вот раскладываю. Вот, значит, сейчас будет подборка неимоверная тестов в разных условиях, у шумных дорог, не у шумных дорог, просто. Вот, плюс сейчас пробегусь, потому что нету, значит, у меня тестов каких-то с ветрозащитой. Вот, пробегусь, чтобы создать какой-то ветерок. Думал, сегодня будет хоть какой-то ветерок, а ветерка сегодня нету. Сегодня есть солнышко, оно меня очень печет. Не будем это все дело растягивать и затягивать. Смотрите тесты, делайте выводы. Так, но мы сидим в достаточно шумном месте. Сейчас посмотрим, насколько хорошо работает шумогаситель какой-то, или как он там называется. Здесь в спортивном, грубо говоря, зале. Здесь играет музыка. Рядом недалеко играет в теннис. Кричат. Вообще такой в зоне ожидания. Жду очень много людей. Вот, но вот подключил, вот он работает. Посмотрим, сколько здесь звуков он улавливает. Я думаю, если я вот уверен, что если вот таким голосом буду говорить, то человек напротив меня, вот где уже стоит рюкзак, то там он уже будет очень плохо меня слышать. Соответственно, просто обычным стандартным голосом говорю, чтобы проверить вот в такой шумной обстановке, как будет записывать. Сейчас тещу в обычном режиме микрофон. Огонек горит что на приемнике, что на микрофоне самым синим огоньком. Такой вот голос получается в шумном
помещении, в шумном месте, в обычном режиме. Переключаюсь на шумоподавление. Вот он загорелся зелененьким. Такой звук получается в шумном месте, в режиме шумоподавления. Вокруг бегают дети, кричат, много кто общается. Такой звук получается. Сейчас положу микрофон, присоединю к футболке. Вот так вот микрофон достаточно рядом со мной, повернут в сторону рта. И с самой стороны микрофона. Не знаю, как хорошо меня слышно. Это режим шумоподавления. Он закреплен на футболке. Микрофон трансмиттер и микрофон идет, горит зеленым лампочкой. А сейчас переключаюсь в обычный режим без шумоподавления. Переключился микрофон в режим без шумоподавления. Говорю также более-менее обычным голосом. Нахожусь в очень шумном месте. Не знаю, насколько хорошо меня слышно, но звуки, которые показывают понимание моего сигнала, достаточно живо бегает. Но он постоянно находится в оранжевом и красном режиме. Очень шумно, видимо, вокруг, и такой микрофон не очень хорошо с этим справляется. Думаю, меня вообще не слышно. Так, выключил я все коннекторы, а теперь снимаю просто на камеру и звук пишу просто на микрофон. Камеры DJI Action 5. Так, а сейчас прямо перед ртом держу микрофон в режиме шумоподавления, средней громкости пространстве, и разговариваю с тем голосом, чтобы меня слышал собеседник, который сидит напротив меня примерно в полуметре от меня. Теперь обычный режим, без шумоподавления, сижу в пространстве средней громкости, в ресторане, среди торгового центра. Громкой музыки я не слышу, говорю примерно таким голосом, чтобы меня слышал собеседник напротив меня, который сидит от меня в полуметре. Такой голос. Примерно с таким голосом бы я разговаривал с собеседником, чтобы меня было слышно в этом месте, где я сейчас сижу. Вот, так она работает с шумоподавлением, без шумоподавления. Сейчас переключился режим на режим с шумоподавлением. Сижу в средней громкости пространстве, говорю громкостью голоса таким, чтобы меня услышал собеседник, который сидит напротив меня в полуметре примерно. Так, снимаю себя на камеру, на микрофон и камеры, рядом с шумной дорогой. Для сравнения будет 3 режима: на микрофон и камеры, на микрофон петлички без шумоподавления и петличка с шумоподавлением. Сейчас режим обычный на микрофон и камеры. Капец, как громко. Я переключился на петличку. Это режим без шумоподавления. Так меня слышно, если я стою рядом с шумной дорогой. Переключаюсь на режим шумоподавления. Так, сейчас включен режим шумоподавления. Трафик чуть больше, чуть меньше становится. Так слышно меня в режиме шумоподавления рядом с оживленной дорогой. Так было рядом с шумной дорогой. Сейчас мы метрах в 25 от шумной дороги идем. И сейчас проверяю звук на петличку, на режим без шумоподавления. Это режим без шумоподавления, тест без шумоподавления. Переключаюсь на шумоподавление. Сейчас переключился на режим с шумоподавлением. Мы в 25 метрах от шумной дороги. Такой звук идет, когда петличка сидит на футболке. В 25 метрах от шумной дороги это режим с шумоподавлением. А сейчас мы идем по закрытой территории. Здесь проезжают иногда редкие машины. Сейчас режим идет без шумоподавления на петличку. Так слышно меня, если я иду и
говорю обычной громкостью голоса. Сейчас переключаюсь на это режим без шумоподавления, сейчас переключаюсь на режим с шумоподавлением. Так, переключился на режим с шумоподавлением. Так меня слышно на закрытой территории, где проезжают редкие машины. Не особо шумят, когда они мимо проезжают. Сейчас режим с шумоподавлением. Так, ну попробуем пробежаться. Значит, сейчас работает в обычном режиме, без шумоподавления, вот с этой чудной, с хвостом кошечки. Так что, в общем, побежали. Ну вот бегу километров 7-8 в час. Ветер встречный, достаточно такой вот ветер. Я не знаю, насколько меня хорошо слышно. Так вот слышно, значит, с этой кошкой на футболке. Вот где-то сколько, в 10 сантиметрах от рта, наверное, 15, с ветрозащитой. Так, ну а сейчас я переключу в режим с шумоподавлением. Так, в общем, переключил в режим с шумоподавлением и теперь пробегусь с шумоподавлением, значит, вот этой, с ветрозащитой. Ну, побежали. Вот такой вот. Теперь у меня голос. Ну, он, естественно, трясется еще из-за того, что я бегу. Вот, но, в принципе, наверное, качество звука понятно. Как мне слышно, когда я бегу с ветрозащитой. Ну, ветерок я в лицо все-таки чувствую. Вот, поэтому какие-то выводы из этого такого обзора, создания ветра, в общем, можно понять. Вот это был режим с шумоподавлением и с ветрозащитой. Так, ну и финальный обзор дальности работы. Честно говоря, я еще не тестил, так что, в общем, сейчас узнаем, как она работает на расстоянии. Буду идти вот в том направлении, вот вдоль забора, вот туда вот за площадку далеко-далеко. Вот, буду, ну, с линейкой, конечно, выходить не стал, а буду шагами мерить, плюс-минус там получается метры у меня шаг. Буду делать большой шаг, получится где-то около метра. Ну, вот, ладно, начнем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50. Так, ну вот, примерно 50 шагов я сделал, вот так вот меня слышно. Пойду дальше. Это, кстати, режим у нас обычный. Нет, это, кстати, режим с шумоподавлением. Давайте включим режим без шумоподавления. Да, это режим вот без шумоподавления. Возможно, при нем будет лучше, слышно, хуже, не знаю. Дальность 50 шагов примерно. В общем, пойду дальше шагать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Так, ну, не знаю, вообще видно ли меня. В общем, 50 еще метров я прошагал. 50 шагов, в общем, примерно около 100 метров, ну, может чуть меньше, в общем, 100 шагов прошагал. Режим без шумоподавления сейчас работает. Переключил в режим с шумоподавлением, вот так меня слышно, на расстоянии 100 шагов. Хе-хей, привет. Так, ну, я думаю, больше чем 150 шагов не стоит, наверное, оно снимать. Вот, ну так что дошагаю, наверное, сейчас до 150, а там видно будет. Так, перехожу в режим обратно без шумоподавления. Пошел. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот, 150 шагов я отшагал, значит, сейчас режим без шумоподавления работает. Вот так вот меня слышно, вообще не знаю, кстати, слышно или не слышно, может где-то голос уже и подпропал, пока я шагал, но я старался шагать и считать, чтобы можно было понять, если звук исчез, где же он исчез. А может он и не исчез. Переключается режим с шумоподавлением, вот так вот он работает на расстоянии 150 метров, а может и не работает, не знаю. Вместе узнаем. Пишите в комментариях, слышно меня или нет. Вот, ну ладно, так и быть, прошагаю еще сколько тут получится по прямой до забора. Сейчас посмотрим. Включается режим обратно шумоподавления и шагаю дальше.
50 отшагал. Меня уже, наверное, там и не видать. А вот так вот видать. Ну, в общем, вот так вот меня было слышно на 200 шагов. Вот тут вот я далеко у желтого забора стою. Сейчас работает режим без шумоподавления. 200 шагов, ну, может, чуть меньше, сейчас 190. Я там чуть назад прошел, чтобы мне было видно. Хе-хей. Вот, значит, сейчас переключусь в режим с шумоподавлением. Вот так вот меня слышно. 200 шагов. Думаю, вообще этот микрофон на большем расстоянии и не стоит использовать. Так что вот такой обзор на расстояние. Надеюсь, меня было слышно и на таком большом-большом расстоянии. Всем привет! Запись, надеюсь, шла. Кстати, это, может, я зря проходил. А нет, все нормально. Запись идет. Все хорошо. Вот так вот, в общем, я вернулся. Надеюсь, микрофоны обратно подключились, если они вдруг отключались. Вот, в общем, вот получился такой обзор. Так, ну вот такие тесты. Делайте выводы сами, как работает, не работает. Ну, в некоторых моментах, честно говоря, я скажу, что может тише говорил, чем стоило говорить, наверное. Но, во всяком случае, тест достаточно обширный и большой получился, разнообразие тестов. Так что какие-то выводы из этого можно сделать. Поделюсь немножко еще собственным опытом. Возьму вот такую вот книжечку, чтобы ничего не забыть, чтобы вам все рассказать. Значит, если вы используете эти микрофоны у телефона, то там зарядка идет. Все в порядке и с аккумуляторов, и не с аккумуляторов. Все идет и работает. Ну, вот, так что для телефона этот микрофон в плане вот такое удобства, такой функции зарядки во время записи, работы приемника, он работать будет. Проверил на нескольких телефонах, работает. Да. Насчет переходников. Я использую вот такого плана переходник. Так, вот такого плана переходник я использую. Здрасте. Вот такого плана переходник. Я втыкаю его в бок камеры и снизу эти микрофоны. Значит, и снизу вот этот датчик чудненько вот так вот втыкается. И он, значит, таким образом вот висит, не особо много места занимает рядом с камерой и так далее. Некоторые датчики почему-то выводят вот таким образом назад. Как бы вот камера, да, и она смотрит назад. Не знаю, в этом нет никакого удобства. Но из тестов я понял, что это не особо удобно. Из собственного пользования, из собственного опыта. Потому что, когда ты присоединяешь этот чудный микрофон, который не имеет прищепки, а имеет только магнит, вот, можно невзначай нажать, а на этом приемнике показывается, какой работает режим. И парочку раз я записывал для себя, значит, видео с аудиодорожкой при помощи микрофонов, и у меня там работал режим с шумоподавлением там, где он мне не нужен был. И вот, и звук записался другой. Звук записался не такой, как мне хотелось бы. Так что имейте в виду, что, ну, в общем, может быть, стоит, если использовать такие датчики, и у вас такая же камера, или в таким же портом в том же месте, может быть, стоит и, в общем, так, чтобы разворачивало к вам эти, значит, точки, или просто быть внимательным, более внимательным, чем я. Так, ну вот, получился вот такой обзор. Постарался его сделать максимально не длинным, поменьше воды, побольше тестов и каких-то собственного опыта. В принципе, наверное, больше мне про них рассказать и нечего. Это мои первые микрофоны, сравнивать не особо их и не с чем. Вот, поэтому вот такие вот они, эти микрофоны. Вот, спасибо за просмотр. Надеюсь, показал полезную какую-то информацию вам дал при выборе. Может быть, склонитесь к этому микрофону, может быть, еще стоит подумать или какую-то другую модель посмотреть. Решать все, естественно, вам, дорогие мои зрители. И подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментарии, как еще стоило бы мне проветрить. Как стоило бы проветрить. Ага.
Как еще стоило бы проверить и какие тесты сделать с этим микрофоном? Возможно, если наберется много достаточно комментариев, я выпущу небольшой кусочек, чтобы потестить эти микрофоны уже, в общем, по вашим комментариям, что вас интересует, как еще, что, где, как снять, подснять и попользоваться ими. Вот. А так все, да, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо за просмотр. Всем пока.